вкусно. Теперь можете говорить. Что мы будем говорить, что мы едем в Малагу. Ой, Из Малаги. из Малаги в Гранаду. И идем на автовокзал. 2 остановки у нас на метро, и мы на автовокзале. Билеты у нас куплены заранее, да? Да. В электронном виде. Ну, Гранада она просто. А там еще Каталония. Пойдем. Гранада и Гранада. Ну, у меня просто Гранада. Hola. Hola. No, ahí. Yes. Я la policía buscar Вот. Видишь? Это видно дополнительно. Buenas. Любое место. Опять. Через час 45 мы будем в Гранаде. И надеюсь, за это время, пока будем ехать, я узнаю все, чтобы потом запечатлеть и знать, куда идти и о чем говорить. شحال ما تصاحب دراهم شحال ما تكتسني المحكمه والو واش تبغوا ليه يعني قد رخوك اشترى غير الواتساب غير الواتساب مجداني تيتي خاصني انا ومن انا اتواري في الواتساب قشتو غاريدا وغادي واش تبغوا ليه ما صافي بس مسكين ثاني يا واخا مي تغير صغير في فيجن دار في الجدار فالي هاد مزافي سيبي والو وينغا هو اسبانيول يعاود طبيلو منو يروح حي اسبانيول يا زي تليفون يا رزق الا كاتري واحد نيش سيدي قد يقاش كي غاك 60 يا خاطر شفت ما صافي بيستون يعني بيستون يخدم التعليم نخلوني نقول وريت لي اني نشتغل اني ما يدشني تعلم اخوان ولا نقدي دم هو اسمه لا creo que un poco llega a لا واخر عايش لا رحم الوالدين شي حزار بالله رحم الوالدين شكرا في المحكمه قال لي شي غرمني الراجل قال لي المحكمه عمرو بقى
traer mi ordenador a Adidas para jugar al Fox con el estreno. Intercambiador de Loja. Claro, es la primera por mañana. Siempre es. Наше первое ощущение. Нет, еще нету первых ощущений. Ощущение, Тепло. что очень тепло. Сейчас мы определимся с маршрутом, тогда вернемся. Пытаться снимать на фоне себя бесполезно, поэтому только если случайно в кадр попадать. Старая фото. Снимает на старте. Все заходят в арочку.
Mes lunettes en. Bah, Вот это уровень пола. Интересно. Больше похоже на унитаз. No, se lo ejecutan en un orden asociado. Касса собор. Su área de trabajo. В общем, мы сходили уже в Королевскую капеллу, там, где захоронены главные, ну, как бы самые известные из истории католические короли, испанские короли Изабелла и Фердинанд. И там же их дочь Хуана, тоже королева, следующая стала королевой Испании, и ее муж Филипп Красивый. Про них есть много фильмов, потому что Хуана была типа безумная, очень ревновала своего мужа, и он умер в 28 лет, и она потом еще десятилетиями там над его трупом, в общем, тосковала, скажем так. И она долго-долго правила. Так вот, короче, две вот эти пары, Изабелла, Фердинанд и их дочь Хуана и ее муж Филипп, здесь в красивейших саркофагах. Вот сюда вход в кассу, и дальше проход. Это здание, кстати, биржа, это еще не капелла, а вот это вот присоединенная, я так поняла, к самому собору капелла королевская. И там сразу скажем, что там очень холодно. Я просто, как, не знаю, как я так удачно догадалась, что мне надо кофту. Ну, потому что было холодно в Малаге, когда мы выезжали. Взяла кофту, и она мне очень пригодилась. Ну, реально, что ж тут делать? Такое место. Ну, в принципе, в церквях и так холодно, а тут, в общем-то, капелла. Короче, мне очень... мы загрузили, долго загружался аудиогид, но когда он загрузился, это было хорошо. Долго, правда, он рассказывал, но я такую полноценную экскурсию выслушала. И мне очень понравилось. И там и картины, то есть там есть на что посмотреть конкретно. Ну, в общем, я под впечатлением. И это стоило всего 7, да? На одного 7 евро. Ну, по крайней мере, в 26 году стоит. Значит, мы 14 евро потратили. Это того стоило однозначно.
Идем в собор. По поводу фигуры. Пары. Да. Только надо, наверное, размер побольше. Вот такого где-то размера. Это тоже интересно, кстати. Они именно тоже в национальном. Цена интересна. Ну, мы это пока не знаем. Нет, не знаем. Обалдеть. Кстати, тоже вот это вот красиво. Это не слоники, это испанский бык. Стоит он 30 евро. 30, да? Так вообще непонятно. 30-70. Это что значит? Это 39. Ой, это очень дорого, но это очень красиво. Почему понимаешь? Учиться. Ну там за 20 баксов я бы, может быть, Таню и купила. Кошелечки. По евро. Ну тут же тоже магазин на магазин. Такое впечатление, что там в дверях сидит горбун из Нотр-Дама. По крайней мере, выражение лица точно как у перевода. В общем, мы сейчас будем обходить этот собор. Его снять невозможно целиком, слишком близко он расположен к зданиям соседним. Видите, тут тоже красивое здание. Идем, времени не так уж много. А? Времени Так времени немного. Да, вот мы этого не понимаем. Мы пытаемся дойти до входа. Вот Святой Павел, апостол, в смысле. Там, наверное, был Петр. Нет, это Петр с ключами, Петр. Ну, в общем, мы в Гранадском соборе, кафедральном, главный собор. Здесь тоже очень холодно. Обязательно кофты, куртки, ветровки, что угодно. Очень холодно.
Вот это все органы. Трубы, как крылья. Это, конечно, сюда, чтобы что-то осмотреть, надо на несколько часов приходить. Вот сейчас у меня в ухе работает аудиогид, и я так понимаю, что он так не на минуточку. Часа на 2, наверное, интересно потом попробовать посчитать. Ну, в общем, у нас даже нет столько времени в Гранаде, чтобы это дослушать. Придется вот так по верхам. Даже не могу сказать, на чем можно остановиться. Понимаешь, настолько все, это, что надо действительно ходить, просто останавливаться на несколько минут возле каждого элемента. А я понимаю, вот сколько там мы еще сейчас будем обходить. И вот там вот что-то очень красивое мы прошли. Вот сейчас надо вернуться туда, наверное. Боже. Вот это что же вот вход был? Боже, я туда сейчас... Нет, давай вернемся вот туда. Охватить невозможно. Орган с обратной стороны. Как-то это все настолько монументально. Себя реально чувствуешь какой-то мошкой.
Витражи, конечно, тоже очень красивые. Да, а так не ожидаешь, что в Гранаде такая жемчужина. Ничего удивительного. Раз Изабелла и Фердинанд решили здесь обосноваться и здесь хотели быть захороненными, то они себе отгрохали памятничек. Должна сказать, что даже в кофте мне здесь очень холодно. Какие лючки. Ну, как оказывается. Еще раз в центральную часть с двумя органами. Никогда не видела похожего вот расположения труб. Всегда как-то это было более стандартно, более-менее одинаково везде. А тут прям такие крылья. Идем куда-то там в боковые части. Ризница, наверное. Смотрите, они еще не просто так краники, ты посмотри, они в виде голов. Один краник обычный, а эти, причем эти краники как будто свистки, в которые дудят ангелы. Еще и дверцы. Ну, дверца, Для да, мыла. тоже. Для мыла. Верно. Ну, такая штучка интересная.
ножки. Вообще, в моем платье главное не наступить. А тут будет сцена для кино. Налево. А лево? Да. Поджаривает. Чувствуется. Чувствуется. Это мы пытаемся дойти до смотровой площадки Святого Николаса. Ну, Поверните Это уже как раз арабский район. Ой, какие красивые. Это все, конечно, уже современное. Все вот в таком стиле, это красиво смотрится. О, как хорошо жарит. Вот, наверное, под 30. и горы. Где-то там видны горы, я не знаю, видны ли они. На камеру. Вот так. А значит, это период до 1492 года. Я, честно говоря, не представляю, это сохранилось или нет, или просто, вернее, отреставрировали, или это... Что это? Старый район? Как есть. Надеюсь, там дальше есть путь, или только до пальмы. Мусорка. Ну что, выкинем. Жарковато. Такая тропиночка есть. Да. Я не знаю, еще это. Чего нашли, тем и замостили. Все выше и выше. Это еще не самая высокая дорожка. На смотровую Это подъемчик. Вот это веришь, старое? это верю. Ну, что ее доделали. То есть она разрушалась. А потом ее вдруг были. Вот тебе уже смотровая площадка. Девушка, передайте всем привет. У меня всем привет, Минску замерзающему тоже привет. Да, у нас тут явно 26. У нас, ой, А то и я все думала, вот 30. здесь уже 30. А в Минске сегодня мы посмотрели, что было написано. По ощущениям минус 7. Нет, начнем сначала. Минус... Не, Или 0. 0. Нет, не 0. 1 градус, по-моему. Плюс. Плюс Плюс 1. 1, но по ощущениям минус 7. С чем я поздравляю всех минчан. Так, вот мы шли оттуда. Вот у нас кафедральный собор. Кстати, а вот там как будто его миниатюрная копия. Тоже с такими. Ну, строили же этот собор на месте мечети. Естественно. Строили тоже лет 200. Красивый. Там с 1500 какого-то года. Вот здесь вид на мопеды. Угу. История и современность называется. Ну что,
попытка еще выше подняться. А вот там, посмотри, крыша такая. Ну, так Ну, это тоже. я и говорил, что красивый. Уж не знаю, будет ли еще одна смотровая площадка. Думаю, что да. Ну, еще есть, да, еще 9 минут идти. Так я и не сомневалась. Так не может быть, чтобы была вершина, а для туристов сказали, вот, вы знаете, вы наполовину, а там не дальше не надо. Если, ну, так может быть, если только вверху частная территория. Ой, сюда. Тяжело и туда смотреть уже. Как он сюда, интересно, заезжает? А что, сюда кто-то заезжает? Машина, парковка. А, смотрите. Ну как, ну ширины улицы хватает. Не скользко, я бы сказала. Ну Но так чего вас удивляет? на 5-метровом не заедешь. Но А дальше? это мини-купер. И вообще тут для мопедов. Кармен опять, это, по-моему, у них слово улица. Называется Кармен. Да. А вот то, что мы вчера в Малаге видели, когда снизу тоже красивая плитка выложена. Смотреть снизу красиво. Так, ну что, сворачивать надо? Вот тут машина точно не проедет. Но мопед проедет. А вот такая машина тут проедет. Так что у них все нормально. С личным транспортом проблем нет. Доберутся. И красивая в горшочках, да. И розы. Ой, Я вон тарелки пошли. Дома прямо. да, да, вот. Я все думала, что мне сделать на нашей террасе, как украсить стены, потому что стены, жара, никакие растения там не выдержат. Ой, так, пошли быстрее пройдем. А вот украсить тарелочками можно было. Но у меня есть еще одна идея. Пока не буду оглашать. Если получится, то кое-что сделаю. Так. Это мы посмотрим, к чему. Санта-Изабель. Кале, Санта-Изабель, Лореал. Меню пиццес. 2 пиццес. Пакуинас 20 евро. Пицца Медина 40 евро. На 3 пиццы за 40. Так, вот как они едут. Такси. Или это не так, или нет? Чего таксиста? А что-то мне желтенькое увидела. Либо люди, либо машины. Да. Он ведет тебя? Еще 6 минут. Еще. Вот, а люди ходят даже в сапогах. Ой. Вот так вот. Ну, я думаю, что мы... Классно, конечно. Ходим. Вжимаясь в стены. Это называется. Жасминчик цветет.
Так, сейчас опять будут машины. Монастырь. Санта-Изабель. А, ну так это и то, что вот мы видели в начале. Маршрутка Улица. идет. Так тут даже маршрутки ходят. И даже высаживают. Так. Ты решил сократить путь или просто так? Ой, сейчас служба идет. Орган играет. Везде вот такое вот покрытие у них. Ну, не скользко. Ну, на каблуках, конечно, не ходить. Ветерочек. Но это так приятно сегодня. О, вверху у кого-то терраса открытая в избушке. И флюгер. По-моему, с Дон Кихотом. Да. Санта-Николас, вот мы уже куда-то близко. Кажется, мы нашли конечную цель нашего подъема. Вон она. Народ снимает. Вот крутой подъемчик, еще и... Ну, давай в ту сторону. Да, машины едут. Так, ну что, сворачиваю. Главное следить за ступеньками. По-моему, дядя мальчику что-то в воспитательных целях сказал. Не бросать мусор. Ой. Вот там мы шли. Вот это виден город, видна Гранада и виден их. Ну, я так понимаю, что это и есть этот замок, крепость. Как правильно называется? То есть это было веками резиденция мавританских королей. А потом туда, там половину перестроили, именно когда уже испанская власть пришла, испанские короли, они там, конечно, кучу перестроили. Но сохранилась архитектура, вот именно мавританская, арабская. То есть архитектура, в которой вот нет там
живых существ, но все очень ажурно, кружевно. Ну, то есть, говорят, это того стоит. Недаром билеты мы не взяли, не случайно. И заплатили бы любые деньги, но за 2 месяца, билеты, представляете? Чуть видны снежные горы. Ну да, кстати, видны. Тут не снежные горы, тут куча народа, которые все снимают, что и мы снимаем. А там свободно, да? Да. Ну, давай еще зайдем. Что, шоперов мы не видим? А? Шоперов не вижу. А вот кошелечки эти красивые. Светлые, красивые. Не, ну все, не надо. А то мы это... Засмотримся. Все, идем. Так, а тут можно только в щелочку заглянуть. Я так понимаю. Да? Да. Mijn Maroc is nog niet Да, ничего не видно. Здесь оставляют зажигать свечи. Пожертвования оставляют по 1 евро. И свечечку можно зажечь. Ну, зажечь. Тут и эти все свечечки искусственные. Час. Час что-то еще посмотреть, куда-то спуститься. Я хотела очень попасть на бульвар. Вот. Нам надо пройти тот бульвар, а он возле садов, ты говорил. Да? Да. Вот, значит, цель понятна. 16 минут, если не останавливаться. Попробуем. Но той же дорогой, да? Или ведет куда-то? Идет другой. Ну, хорошо, давай. Что-то Цветет, все, как? можно святой водичкой умыться. Ну, умыться не знаю. Ну, типа тут. Цветет красиво. Не сирень, а что-то лучшее, чем сирень. Я правильно иду? Наверное. Так, мы спускаемся в сады, красивые какие-то, не помню, и бульвар. Мы когда его проезжали, там было много скульптур и были интересные. Обратите внимание, керамические цветы. Это отличная идея, гениально. Керамические. Да?
потому что вот как сейчас жарит, так это сейчас, извините, не сезон. Типа прохлад. Лавочки. Это там бокал для мартини. Помещается. Видишь бокал для мартини? Ой, слушайте, там еще что-то интересное. Это только бокал для мартини. Ну, все заметили, надеюсь. Каждый увидел свое. Каждый. Да. Вот я, девушка, с тонким чувством прекрасного, увидела бокал мартини. А Виталик увидел кувшин. Назовем это так. Литочка, нет, ну где ж тут выключишься? Тут все время налево, направо смотришь. Красиво, простенько, красиво. Где? Мы на площади какой-то с флагом. Перед глазами нет, что за площадь, неважно. Флаг есть, а мы заходим сейчас в сад Триумфа. Магнолии уже, наверное, отцвели. Нет, это только формируется. Да? Это очень поздно, да. Поздние магнолии. Хорошо. Какой-то прям сюжет. А, вот тут, конечно, можно было перевести. Ну ладно, потом. Сделано оригинально. Прохода дальше нет, только выходить обратно. А вот так. Нет. По кругу? И с той стороны нет. А, ну значит, это, видишь, такое место. Ну ладно. Лепестки какие-то цветочки. Лепестки, да, высушенные, Вот срывает там их и несет. То есть отцвел. Ну, это чем-то напоминает. Смотрите, как красиво. Да, дует. Как наша вишня, да, если вот было бы момент, когда она отцветает, и порывы ветра срывают лепестки. Очень красиво было 5 минут назад. Особо далеко мы не пойдем в эти сады. Но вот эту колонну стоит снять. Вот мы дошли до этой колонны. Там сидящие сверху ангелочки миленькие. Если это ангелочки, ну кто еще может возле Богоматери? Все. Там вот еще видно. Это, наверное, тот, куда мы спустились. Нам осталось пройти по бульвару. Там какие-то красивые скульптуры. И мы пойдем покупать обед или ужин. Не знаю, что мы будем покупать, но покушать стоит. Вот. И потом на автобусную станцию обратно в Малагу. Подходим к бульвару. Не знаю, кто это. Может быть, кто угодно, но понятно, что это Возрождение. Это кто-то должен быть испанский. А вот эти мои любимые цветочки, они есть и в Минске. Мне очень нравятся эти кусты. Такой сугроб получается цветочный. Рядом лавочка. Ох, боюсь, она раскаленная сейчас. Предложить Виталику присесть испытать? Ты потрогай лучше.
Так зачем ты сел? Или она не горячая? Тепленькая. Да? А я думала, будет пирожок. Ну Это что? голова великого капитана. О, так это ж... Нет. Нет. Памятник Гонсало Фернандесу де Кордове. Великий капитан. На проспекте Конституции. Это проспект Конституции? Был знаменитым испанским же полководцем, создателем официальной испанской армии, который умер в Гранаде в 1515 году. И вот тут скамеечки такие милые. Ну, милота же. С сумочкой, обратите внимание. Она сидит, и у нее рядом лежит сумочка. Даже там что-то написано, ну ладно. Там была бабушка, тут у нас, ну как, в юноше его не назовешь. Романсера Гитана. Кто-то ему натирает шнурки. Вот у нас бы какой-нибудь нос был бы натерт. Вот бабочку ему можно было натереть, но не догадались. И обувь чистит. Обувь чистят, шнурки особенно. Пытается развязать? Может быть, пытаются развязать. Или обувь снять. Какие-то не очень симпатичные герои. Там, наверное, даже написано, кто это. Но мы лучше потом почитаем. Он не затерт, с ним на постаменте трудно, видимо, общаться окружающим. На лавочках удобнее. Красивый домик. Очень красивый. А вот кто-то сожженный на костре. Сейчас попробую все-таки. Сан-Жуан-де-ла-Крас. Легче действительно найти в интернете. Ой, вообще-то красный свет. Мы уже почти испанцы. Да, докажи, что ты испанец. А вообще на бульваре делать светофор — это неприлично. А уж соблюдать его тем более. Цветочки, цветочки. Да, вот лето в разгаре. Хотя сегодня, кажется, 9 апреля. Виталик увидел скульптуру, утверждает, что это Пушкин. Ну, может быть, это на что-то и похоже, но я что-то сомневаюсь, что здесь Пушкин. Ну ладно. Ой, какая милота. Смотрите. Скамейка. Ну, я так понимаю, мраморная. И на ней подушки, которые вдавлены, которые уже 1000 спин приняли на себя. Теперь тут птичка сидит. Да. Фотку сделать или так? С птичкой. Закипает. Это терапия такая есть, знаешь, с прогреванием. Камнями.
Интересно, да. Он напоминает, как это, лайнер, да? Лайнер. Сидят. Так, а там живая бабушка Да, или... бабушка живая. Почему мы ее назвали бабушкой, я не знаю. Вот это бабушка. Мальвина с голубыми волосами. 100%. Я думаю, она Два тоже объекта. фотографируется. Ну нет, тут она разговаривает с кем-то. Поцелуйчики шли. Наверное. Прям два объекта. Да. Да, танцовщица фламенко. Мария Монастера. Немножко мандаринчиков или апельсинчиков. Но почему же они вдавленные? Ну, дике. Дикие. Он может подобрать. Вот даже. Пытался съесть. Так и съели. А, Посмотри, птичка. что не остались. А тут высохли. Да. Но это уже не 15 и не 16 век. Это, ну, красиво. Красиво. А там это королева Евгения, Евгения де Монхита, императрица французов. держащая корону в руках. Ну и вот, заканчивается бульвар Тарера. Красавец машина. Со всех сторон. Да. И мой Тарера. На этом останавливаем. Вот, вышли к арене. Арене, на которой корриду проводят. Ой, сейчас. Вернуться. Сейчас мы идем. Домик тоже в этом же стиле. Сюда. Ну, идем. Ну вот, так, идем дальше. Вот смотрите. Я так понимаю, что это вход на арену. Выглядит так. 1928 год. И мы так понимаем, ближайшая коррида 12 апреля. 5:30, что? 5:30 это время или это цена? Ну вот как-то так. Короче, мы зашли в сетевик. Вот, Виталий такой нашел себе пиво, маленькая бутылочка, 330 миллилитров. И мы взяли 2 сэндвича Саранита. Серанита. По 4,50 сэндвичи. Они мясные, не куриные, ну в данном случае, по крайней мере. Но, честно говоря, очень много булки. И у них, мы заметили, мало зелени. Ну, тут салата, например, нет. Тут только перец, я так думаю. Но в чем кайф? Прямо в этом супермаркете есть уголок, куда ты можешь прийти, столик, и тут же поесть. Сэндвичи там, кстати, греются на месте, а можно погреть здесь. И вот смотрите, видите, ты берешь салфетки,
Одноразовые ножики, вилочки, ложки и даже чашки. И сидишь, как человек ешь. И тебе не надо думать, чем отрезать, чем наколоть. Все есть и все бесплатно. Я в восторге.